Здравствуйте, уважаемые подписчики группы «А мы можем». Меня зовут Екатерина, ранее давала интервью Александре Поляковой, собственно, создателю группы. В нем я обещала сама быть на месте журналиста, взять у Саши интервью. Что ж, Саша, представь, что ты в студии, усаживайся поудобнее, начнем. Всем привет, ребята! Привет, привет. Я не буду, наверное, оригинальной. Сразу предупрежу, что некоторые вопросы будут похожими. Ты ведь не первый раз даешь интервью. О, конечно, нет. Вообще, интервью я начала давать с детства, потому что очень хорошо училась, и к нам приезжали часто репортеры из такой передачи, как «Спектр», она существует в Тольятти, и я давала интервью как учащийся человек, который получает образование, потому что в 2000-е годы в моем городе очень редко можно было встретить образованных, скажем так, детей, которые умеют хорошо разговаривать с журналистами. Поэтому такое бывает часто. Расскажи о себе вкратце. Итак, дорогие друзья, расскажу то, что происходит в данный момент. Кто не знает, меня зовут Александра Полякова, мне 23 года, и сегодня меня можно поздравить с окончанием первого курса магистратуры Высшей школы экономики в Москве по специальности лингвистических исследований в междисциплинарном контексте. Это значит, что я не только будущий лингвист, но и также я изучаю взаимосвязь между разными науками. Например, в статье, которую я недавно написала, речь идет о том, как ДЦП показывается на Ютубе, а Ютуб – это средство массовой коммуникации, проявление медиасферы, то есть мы сплетаем в один ряд психологию, медиасферу, лингвистику и кучу разных других отраслей. Я занимаюсь такими исследованиями, веду 3 группы ВКонтакте, 2 из них на иностранных языках, делаю сейчас видео и подкасты на Ютубе, и скоро сама буду участвовать в подкасте, так что у меня довольно активная творческая студенческая жизнь. Ну, во-первых, поздравляю тебя. Спасибо. С тебя тортик. Я люблю Прагу, сразу говорю. Отлично. Будем сами тортик. Мой любимый тортик, кстати, интересно, какой мой любимый тортик? У меня недавно появилась традиция, наверное, после окончания 3-го курса бакалавриата, никогда не повторять тортик. И когда происходит какое-то радостное событие, с тех пор я каждый раз съедаю новый. Из последних, которые я ел, мне очень понравился торт панчо. Так что, если увидите в магазине, особенно с кусочками ананаса, рекомендую попробовать. Забегая немножко вперед, я так понимаю, девушка Александра у нас непостоянная. Тортики меняет, в будущем парней будет менять. Возможно. Но моя непостоянность обусловлена некоторой странной чертой моего характера. С одной стороны, я очень люблю стабильность, она проявляется в достижении цели, то есть если я поставила перед собой какую-то условно цель, задачу, то неважно через сколько лет, но она будет достигнута. Своим конкретно целям я не изменяю. Но я могу начать изменяться сама как личность. Вот в этом проявляется моя нестабильность, что у меня первая степень бакалавра была в области перевода, и когда дело зашло в магистратуре, мне сказали выбрать специальность, я ответила, что я не могу больше оставаться в переводе, потому что там для меня слишком скучно. И я хочу попробовать что-то более динамичное, что и оказалось как раз лингвистическими исследованиями, потому что на них ты никогда не знаешь, о чем выйдет твоя следующая статья, и есть элемент вот этого риска сюрприза, которого мне так не хватает. Поэтому эти 2 черты я как-то в своем характере стараюсь соединить. На данный момент у тебя семья полная, если нет, то что случилось? Так получилось, что я росла и в полной, и в неполной семье,
пополам. Сейчас у меня семья не полная, то есть папа с нами не живет в одной квартире, он живет с нами в одном городе, но на другой территории, а мы живем с бабушкой и мамой. Но раньше, в детстве, у меня была очень большая семья, где было несколько прабабушек, 3 прабабушки своих я помню, и был также папа. Но сейчас нас осталось только 3 из самого близкого окружения. Ну, также немножко касается медицины, немножко фактор. Очень многие люди думают, что, ну, то есть ДЦП, оно обусловлено чем-то. У моих родителей нет каких-то серьезных зависимостей. У нас в семье даже, например, никто не курит. Ничего предвещающего мое ДЦП не было. Никогда они навешивали на меня чувство вины вот за что-то происходящее, даже если оно у меня появлялось. Решили, что ты ничем не отличаешься, прям как герой, я не знаю, видела ты или нет, «Временные трудности». Герой Ивана Охлобыстина, Да, у него тоже да. родился сын. Он говорит, ничего такого, сын как сын, обычный. То есть тебя вели в школу обычную, или это все-таки спецшкола, или надомное обучение? Что это было? Расскажу. Значит, была ситуация, что не все родители людей с ДЦП хотят вести их в садик, потому что считают, что они какие-то умственно отсталые и так далее. Но у меня изначально были очень хорошие такие интеллектуальные способности, и поэтому ее нужно срочно вести в садик, чтобы она продолжала дальше развиваться в этом именно интеллектуальном направлении. Но когда мы пошли в садик, так получилось, что нас не хотели туда брать, и была проблема с поиском садика. Меня взяли в садик не в 3 года, а только в 5 лет я сразу попала в старшую группу, и то мне так повезло, потому что со мной дома занимались все члены семьи подготовкой как раз к садику. То есть, там я знала геометрические фигуры, цвета, все, что нужно там знать. И, в общем, меня все-таки взяли в один садик. Я там была полдня до дневного сна. Мама со мной сидела, и бабушка, кто-то со мной сидел в садике под их ответственность. Была группа обычная детей, с которыми у меня были хорошие отношения. То есть на тот момент я понимала, что я отличаюсь чем-то. Я рано вообще начала это понимать. Но дети не проявили ко мне никакого, допустим, неуважения. Из-за дефекта речи с 1 по 4 класс я провела в общеобразовательной школе в коррекционном классе. И это время было достаточно необычным, потому что оно позволило мне понять, насколько хорошо я справляюсь с учебой. Но когда меня туда поместили, мне было очень просто учиться. Я вообще не понимала, что происходит. Я думаю, боже, почему так просто? Я не могу больше здесь находиться. И мне сказали, что извини, но так вышло, что теперь ты сможешь перевестись в обычный класс, который находится в этой же школе, только когда ты перейдешь в 5 класс, потому что у нас комиссия проходит раз в 4 года. И у тебя есть шанс попасть в обычный класс, но ты должна убедить комиссию в том, что ты этого достойно. И такие мысли у меня стали появляться в классе, наверное, в 3. Знаешь, то чувство, когда рыбка сидит в очень тесном для нее аквариуме. Я говорю учительнице, мне не кажется, что я смогу в этом классе хорошо себя чувствовать в дальнейшем. Она говорит, хорошо, тогда тебе надо идти в обычный класс. Потом я говорю, мам, я иду в обычный класс. Она говорит, ладно, хорошо, иди. И мы стали переоформляться на этой комиссии. Я прихожу, говорю, возьмите меня, пожалуйста, в класс, в обычный. Они мне стали давать тесты. Я все это прошла. Они говорят, да, без проблем, ты можешь спокойно перейти в обычный класс. И с 5 класса по 11 я училась в обычном классе. И, собственно, не было никаких затруднений. Но когда я туда пришла,
с того уровня образования, к которому я привыкла и который был слишком простой, у меня сразу наступил момент, что мне слишком тяжело. 5 класс я потратила на то, чтобы вот как-то стабилизировать свою успеваемость. Я не вытягивала из-за простоты, а теперь я не вытягиваю из-за сложности. Но, слава богу, к 6 классу я адаптировалась. Хорошо адаптируешься везде, мне кажется, нет? Мне напоминает фильм «В диких условиях». В любых, мне кажется, адаптируешься. У меня в голове происходят всегда некие форт-боярд. Я такая, так, ребят, мне надо квест пройти. Ну, то есть, всю жизнь так складывается, и по сей день, что трудности меня заводят. То есть, если все очень просто, я не буду это делать. Вот как, например, сейчас со статьей. Я никогда до этого не писала статьи. Вот вообще никогда. Только филологический анализ там был, а то, что посвящено исследованиям, нет такого. Нет, то, что надо там сделать выборку, провести исследование, что-то посчитать, никогда. И в итоге все свалившиеся на меня трудности настолько меня раззадорили, что у меня статью с первого раза приняли к публикации, и я думаю, вот это да, нифига себе. То есть вот эти трудности, которые я вижу перед собой, они не то, что меня сламывают, а как я наоборот завожусь и давай продвигаться вперед. А когда трудностей нет, мне кажется, что я все время буксую на месте. А не устаешь? Я, конечно, понимаю, что мы не ищем легких путей. Не устаешь? Не хочется иногда, господи, ну хоть что-то, чтобы было проще простого, проще пареной репы. Учусь этому, потому что я поняла, что периодически раз в несколько лет у меня случается, ну, такое, назовем, эмоциональное выгорание, когда я просто прихожу домой и не вижу смысла в дальнейшей жизни, но не потому, что я резко впала какое-то отрицание всего того, что происходит, а потому что я слишком сильно устала, и мне нужно очень долго отдыхать. Вот это опять крайние точки моей личности, когда я очень долго работаю, а потом очень долго отдыхаю и снова очень долго работаю. Сейчас я понимаю, что это, наверное, не очень продуктивно. Я стараюсь в равной степени работать и в равной степени отдыхать, но не такими затяжными периодами это делать. Ты себя приняла? Если нет, почему? Если давно, как ты вообще стадию принятия прошла? Вот ты знаешь, у меня нет ответа конкретно, приняла ли я себя, потому что я не догадываюсь даже, что этот год, который я прожила, по сути, физически в Тольятти, морально в Москве, очень сильно поменял мое отношение к себе. Раньше я думала, что у меня в жизни, несмотря на то, что когда я рассказываю людям историю, им кажется, что вау, все так классно, я думала, что у меня в жизни там все очень плохо. Себя самокритиковать, ну такое тоже, я сейчас от этого избавляюсь. И вот я говорю, мне уже 23 года, я бы могла большего достичь, а я всего лишь, ну подумай, что стоять и поступил в Москву. Я всегда недовольна собой. Но когда началась эта тема с историями, я просила всех рассказывать свои истории людей с ДЦП, они мне рассказали такие ужасные вещи, что там кому-то негде жить, у кого-то нет денег, кто-то сбежал из своей семьи и теперь не общается. Я думаю, боже, а почему я вообще так не люблю свою жизнь? У меня же действительно не такая плохая жизнь, как я думаю. И теперь, когда я вот с этой позиции нахожусь, то мне как-то становится проще себя принять, но я не могу сказать, что я сделала это полностью. Можно, наверное, так выразиться, что я сейчас сделала первый шаг к принятию того, что со мной происходит, потому что раньше все-таки это было, вот как приходил комментарий однажды от девушки о том, что я рухаю ее надежду на выздоровление, говоря, что надо себя принимать, а она хочет от ДЦП полностью вылечиться. Стараюсь все-таки относиться к ДЦП, как будто это часть моей жизни, я не обязана прям из штанов выпрыгивать, чтобы что-то менять. Ну, я не знаю, с чем это сравнить, но вот условно, у тебя есть карий цвет глаз. Ну и
Ну, он есть и есть. Вот эта аналогия, как будто карий цвет глаз – это ДЦП. То, что я менять в себе в целом не хочу. Меня устраивает ДЦП так же, как и меня устраивает мой карий цвет глаз. Ну, я думаю, Почему устраивает? Ты не хотела, ты ни разу не представляла себе, какой бы ты была, если бы у тебя не было этого всего. ну, конечно, представлял, конечно. В детстве я постоянно куранты, когда бьют, я думаю, что вот новогоднее чудо должно свершиться. Сейчас я загадаю ранее, на утро проснусь, хохую, вообще не помню, что было со мной. Ну, а потом как-то вот, наверное, больше реализма стало, и жить становится проще, когда ты не ждешь постоянно вот этого полного спасения, исцеления и так далее. Касательно чуда, исцеления, спасения, ты веришь в чудеса? В Бога веришь? Ну, Бога, я не могу сказать, что я в него не верю, но и не могу сказать, что я в него как-то очень особо верю. Я верю, вот, я не знаю, как это называется с научной точки зрения, что если есть какие-то трудности, которые, допустим, мне посланы Богом, как то же самое ДЦП, а есть я, которая могу эти трудности решить. Я же могу просто сидеть и ждать, пока Бог мне поможет, это и говорить: Бог, что ты не помогаешь, а могу просто начать предпринимать какие-то действия и двигаться к цели. И вот в этом отношении мне больше это нравится. Ну, я ни в чем не обвиняю Бога. У меня нет такого, что Бог, что ты со мной сделал, зачем ты мне это дал. Как бы существует отдельно Бог и отдельно существую я. Мы с друг с другом очень мало взаимодействуем. Ощущаешь себя особенной? Но мне кажется, что нет, потому что, знаешь, всю жизнь даже родственники надо мной прикалываются, они говорят: я как только родилась, я королева вообще этой вселенной, потому что, ну, условно, мир вертится только вокруг меня. Вот я такая существую, и с одной стороны я вся такая прекрасная, идеальная, что мне все тут поклоняются. Ну, в моем воображении, в реальности, конечно, так нет. И поэтому в целом, если не брать вот все те издевки, через которые приходится пройти, я никогда не заморачивалась по этому поводу. Я такая: ну просто, ну ладно, ну что, ну нога не двигается, ну она никогда не двигалась, ну что я буду об этом думать-то как-то. Такого, конечно, нет. Просто как будто я существую вот в мире такой, как я должна быть, если отбрасывать все негативные факторы. Отвечая на вопрос, хотела ли я пробовать заводить первые отношения в подростковом возрасте в старших классах приблизительно в 16 лет, скажу, что нет. По ряду причин. Во-первых, мне было просто не до этого, а во-вторых, не было мальчика, который бы мне настолько нравился, чтобы я хотела попробовать. Но я обо всем знала, как это работает, и у меня было представление, что вообще происходит, когда отношения развиваются. К нам в школу приходили, рассказывали про секс, про спид, я все это знала. У меня не может быть 32 парня. Я об этом вообще никаких мыслей не было. Вот просто вот вообще. У меня была только школьная такая жизнь, я даже не хотела об этом прям так сильно задумываться. А друзья у тебя были? Школа? Ну, с одноклассниками я дружила, но я не хочу, вот и все. Все. То есть у тебя было изначально «я не хочу». Ну да. Я общалась с теми, кто в классе в основном находится, а потом у меня было очень много различной неучебной деятельности, типа верховой езды, французского языка, там всего такого прочего. То есть я общаюсь с огромным количеством людей, но до сих пор у меня так и идет, что я постоянно с кем-то общаюсь, но нет прям таких крепких и дружественных связей. Ты говорила, что ты ведешь каналы на иностранном языке в том числе. На иностранных даже, ты говорила. Да. Сколько языков знаешь? Перечисли. Сейчас скажу. Русский мой родной язык, потом второй идет английский, дальше французский, немецкий, итальянский. Затем в институте учила церковно-славянский латынь, но иногда
сериалы на испанском смотрю, интуитивно там все понимаю. Вот так. Ничего себе, даже больше, чем у меня. Ну, Я тоже на нескольких языках разговариваю. это все языки разного уровня. И как раз группы я веду на английском и французском, потому что их я знаю лучше всего. Любимый французский исполнитель. Ой, любимый французский исполнитель Аэзе. Вернее, даже не так. Сначала любимый жанр в музыке. Любимый жанр музыки французской вообще? Вообще. Сейчас, последний год, наверное, полюбила медитативную. Раньше была любимая музыка, была какая-то типа Мари Краймбери или что-то такое на фоне включить. Окей. А поп, рэп, рок не слушала ни разу? Нет, конечно, слушаю. Например, мне нравятся отдельные песни Нойза, отдельные песни, допустим, кино. Максим. В 2010 году она записала саундтрек к фильму «Книга мастеров», где мчится дальняя дорога, вот это. Я с тех пор прям ее полюбила. А потом она еще пела «Этой ночкой я одиночка», прям меня отозвалась, которая типа кайфует от своего одиночества. Она же там поет, что мне типа никого не надо. И вот мне нравится исполнитель, когда я нахожу в нем и в его песнях что-то на себя похожее. Поэтому дальше тогда идем. Ты одиночка по жизни? я, наверное, скорее всего, амбиверт, но у меня никогда не было такого, что голоса нет, потому что даже есть абсолютно полная тишина, у меня всегда есть внутренний голос, с которым можно так побеседовать. Ну, типа, вторая моя личность со мной иногда беседует, когда никого нет, поэтому я не удручаюсь от своего одиночества, а так наоборот. Слава богу, тишина. Вот почему я обожаю, кстати, ночь. Это самое прекрасное время, когда все спят, а ты еще не спишь, и очень тихо можно спокойно подумать. Revenons à nos moutons, верно? Да? И самый твой любимый язык какой из тех, кто ты знаешь? Что ты знаешь? Самый любимый это французский. И я Почему? до сих пор нет ответа на этот вопрос. А любимый французский исполнитель, если таковой есть? Давай я скажу, что это Аэзе, потому что она поет например, «Сетрота» слишком поздно, где она говорит про катастрофизацию. Это как раз я начала учить французский в 12 лет, такой подростковый возраст, когда вот все изменилось, я поменяла класс, уставы семьи, и было много перемен, и тоже мне отзывалось. Сепамафот, где она говорит, это не моя вина, что меня зовут Раита, она сказала. И вот это Сепамафот тоже одна из тех идей, в которые я сейчас возвращаюсь, про ДЦП, что ДЦП, Сепамафот не моя вина. Да, это ученица Милен Фармер. Знаешь, кто такая? Милен Фармер, да, я знаю. Про Милен Фармер могу сказать, что мне очень нравится в дуэте с РП Нубейпа. Но я вообще не очень люблю сильно Стромая. Почему-то у меня сам образ Стромая вызывает какое-то отторжение. Я не могу его слушать. Вот. Когда все узнают, что я изучаю французский, задали каверзный вопрос. Говорит, формидабы и форминабы, в чем отличие? Я говорю, а это два противоположных слова. Написание. Я говорю, формидабы это замечательно, а форминабы это полное ничтожество. Патетика. Да, это вообще противоположные слова. Я говорю, вы просто не начинаете учить французский и не знаете, что там все слова звучат одинаково. Расскажу прикол. Я пришла готовиться к ДФУ Б1, прихожу. И мне говорят, сейчас ты будешь писать под диктовку. А я в этот момент что-то так сильно хочу пить, вот просто не могу, меня мучили жажда. И звучит фраза «ЖТ». Дальше там какое-то предложение. Я взяла, написала, я чай. А на самом деле сказали, это импарфе,
я был там где-то. Я чай в школе, у меня получилось. Я чай в школе, учился там, в смысле чай. Преподаватель, в смысле чай, я не говорю слово чай. Я был в школе, надо было. А если орфографически, ну, орфограф, это вообще разное, я написала. Да-да. Вот что бывает, если не попить перед занятием французского. Может, даже не фильмы, а фильмы. Деман ту команс, завтра начнется все 2+1. Там играет Амарси, что разгульный мужчина вел сексуальный развратный образ жизни, и он не знал, сколько у него девушек. Поэтому однажды какая-то девушка сразу доигрался, сказала ему: вот это твоя дочь, у нас все было очень круто, но я ее воспитывать не хочу, поэтому вот как бы она твоя, ты с этим и разбирайся. И девушка просто берет и исчезает в сериал. А он, естественно, не готов ни к какому отцовству, к всему прочему, и вообще не понимает, что делать с этим ребенком. Приходит к другу своему и говорит: вот на меня ребенка повесили, а я не могу отказаться, потому что, возможно, ребенок действительно мой, и они вдвоем с этим другом, вот почему два, стали воспитывать этого ребенка, который +1. Ребенок не от него, но сказали, что у девочки какой-то прогрессирующий рак, когда ей исполнится 9 лет, она умрет. И чтобы не омрачать детство девочки, он не стал ей рассказывать всю эту историю, а просто, когда она спросила, где моя мама, он говорит: она тебе будет писать письмо, создал фальшивый аккаунт типа мама это ей пишет, и они переписывались. То есть он переписывался с этой девочкой, а девочка думала, что переписывается с мамой. И в итоге так он провоспитывал эту девочку до самой ее смерти, и потом говорил, что это событие очень сильно изменило его жизнь, и, как поворотный момент до и после. Очень трогательный фильм, но девочку реально жалко. Это их много, конечно, просто я каждый фильм за что-то любил. Вот, например, конкретно этот фильм я полюбила необычную, как мне показалось, историю, и разрушается стереотип того, что он был показан как такой циничный мужчина, который не способен любить женщину, не способен жертвовать собой ради женщины, ее сильно любить. Все эти качества в нем начали резко проявляться, но не со стороны мужа, а со стороны отца. Это был для меня неожиданный поворот. Поэтому этот фильм понравился. «Между небом и землей». Он о том, что нужно ценить свою жизнь и не отдавать работе первый приоритет. Мы сейчас в современном обществе много там уделяем внимания работе, карьере, но сама жизнь проходит мимо нас. И это очень поучительно в том плане, что героиня познает ценность жизни только когда почти умерла. Как относишься к сериалам? Есть у тебя какие-то любимые сериалы? Обычно я их слушаю, потому что они очень долгие. А к сериалам отношусь нормально. Если мы говорим про, неважно, из какой страны сериалы, прям какой-то конкретный нужен. Нет, неважно. Неважно. Это все те сериалы, которые идут на СТС. Но самый мой любимый сериал — это «Не родись красивой». Мне говорили, что я похожа на главную героиню. На самом деле, мне кажется, что я не такая, как бы сказать, не такая. Нет, они врут, ты симпатичнее. Неля Уварова даже в жизни страшная, как моя жизнь. Нет, дело было не во внешности, а в характере. Париж Готем, это тоже, я считаю, как сериал. Там идут некоторые отдельные эпизоды, которые даже без слов, кто изучает французский язык, они знают его очень хорошо. Там есть про мимов, про разные эпизоды
влюбленность, поигры, все такое прочее. Ну, наверное, этот сериал олицетворяет то, что я хочу увидеть. Поигры, ну, по ходу дела не увижу из того, что ты мне говоришь. Но вообще вот сама атмосфера данного произведения какая-то очень романтическая, умиротворяющая, и этим мне нравится этот сериал, но, к сожалению, сейчас, по-моему, его полностью найти нельзя было. У нас каждое занятие начиналось с того, что мы смотрели один из него эпизод, и потом только урок основной. Я бы хотела посмотреть все эпизоды подряд, как мы тогда вот смотрели, но сейчас на Ютубе есть только отдельные части, увы. Это, конечно, печально. Я не хотела раскрывать, я не хотела спойлерить. Мы с тобой за несколько минут до интервью, скажем так, да, за полчаса до интервью, где-то плюс-минус, разговаривали кое о чем. Ты упомянула сериал «Школа». Да. Нравится, нет? Я очень давно не смотрела этот сериал, вот в каком году он вышел? В 2010 примерно. Ну, типа того, плюс-минус. Я смотрела тогда, когда он вышел, этот сериал первый раз, и, собственно говоря, на этом все. И потом я не пересматривала. Ну, как вообще впечатление? Это, кстати, еще один российский сериал. Его сложно назвать сериалом, потому что это противоречивое, какие-то противоречивые эмоции вызывают. Ну, меня очень зацепил этот сериал, ну, как будто что-то такое происходит, что ты прямо к экрану приколаешься, и меня очень зацепила вероятность того, что это может произойти в реальной жизни, и я так поняла в свои 10 лет, что это был сериал «Заделан на реализм». Я думаю, раз это реализм, то значит, меня это ждет. И я пришла в школу, а там все нормально. Я думаю, ну... Я просто даже не знаю, что это за школа должна быть, чтобы такой трэш происходил. Да, чтобы там наркотики, убийства, все умирают, это постоянно этот секс в туалете, там еще что-то такое. Кто тебя больше симпатизирует? Вот как раз, наверное, вот Будилова. Это такая, которая самая развратная девочка там была. Да, рыжая, которая... Либо я попадала только на эти сцены всегда, когда включала, либо происходило что-то еще, но других персонажей я не помню вообще. Какой кошмар. А тебе было страшно? А где, собственно? Ну, я прихожу, изучаю окружающий мир. А где? Я не любитель группы Тату, но у них есть красивые песни и клипы красивые. О, я хотела сказать только сейчас про группу Тату. Хотела мысль такую выразить, что сериал «Школа» выразил у меня ровно такие же чувства, вызвал, как песня группы Тату «Я сошла с ума». И еще знаешь, как это было? Я думаю, я тоже так хочу. Думаю, вот я вырасту когда-нибудь, когда у меня уже будет степень магистра, поцелуюсь сейчас как с кем-нибудь подождем, но только главное не с девочками. Как относишься к сексуальным меньшинствам? Ну пусть они существуют. Да. Вот так спокойно. Чужого не бери, свое не отдавай, зажмурься и умри, люби и умирай. Дальше. Вечер без любви, утро без обиды, люди-инвалиды, люди-инвалиды. Дальше. У потерянных не ждут, печальных не хотят, такие не живут, их топят, как котят. Вот за эти слова на них пытались подать в суд. Ты эту песню, исходя из этих слов, как видишь, действительно про людей с инвалидностью была песня? Мне кажется, что, ну, опять-таки, возвращаясь к моему детству, когда я впервые услышала, речь велась, во-первых, о людях в целом, а во-вторых, о том, что если мы рассматриваем, что она вдруг про инвалидов, что общество так настроено, что инвалиды не могут в нем жить, как будто бы так. Интерпретация была такой, что что-то не так с обществом в целом, что все мы здесь... С обществом в целом. Я правильно услышала? Да. То есть здесь не фича в инвалидности, у тебя нет ноги, руки. Я так понимаю?
Ну да, как социальная проблема, задела что-то такое. Вот. Я тогда не знала такой Все терминологии. правильно. Девушке 23 года всего лишь. Она в первый раз слышит 2-3 слова из песни «Люди-инвалиды» и правильно трактует текст песни. То есть люди-инвалиды, они есть везде. Есть здоровые люди-инвалиды, которые убивают, которые насилуют женщин. Это тоже инвалид, только душевный. И вот Не, я девушки... слышала в детстве, но я не задумывалась, что они... Когда я в детстве слушала такую, мне казалось, что они просто поют какой-то артхаус, и туда не надо вдумываться. Правильно, артхаус. То есть не все поймут, немногие вспомнят. Инвалид это не тот, который нога болит, как говорится, я инвалид, ножка болит. А в принципе, любой из вас может быть инвалидом. Ты знаешь, мне кажется, такая проблема возникла еще из-за того, что сейчас у нас есть различные обзоры, символики песен, что имелось в виду в клипе, что происходит. Клип вообще не имеет отношения к людям с инвалидностью. Там был один единственный человек на коляске, то есть снят. Остальные там люди, геи в том числе, были в маскарадных костюмах. Там был один единственный человек с инвалидностью, который не упал в пропасть. В этом-то и суть. То есть человек обиженный, он увидит в слове «инвалид» обидное слово. Я, например, тоже не люблю инвалид, потому что инвалид это file is invalid. Я помню уроки информатики, то есть файл недействительный, он сломанный. Но это хакерирование. Мне это слово не подходит, потому что, да, я поломанная, ножка у меня болит, да, скажем так, но я могу сделать больше, чем любой здоровый человек, поэтому я не люблю это слово. Да, у меня есть особая потребность зимой ходить за ручку. Да, у меня есть особая потребность, когда большие бордюры я не могу. Это что и здоровому человеку, если дать ручку, то они бы не отказались от этого, тем более да. Хочешь ребенка когда-нибудь? Не сейчас. В данный момент я к этому не стремлюсь, но по жизни в целом я от этого не отказываюсь. То есть это как с отношениями. Я ни от чего не отказываюсь. Я не буду кричать нет, 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 нет. Почему не ищешь отношения? Потому что ты считаешь, что нет достойного человека, который рядом будет с тобой, или ты недостойна любви? Построение хороших отношений – это тоже должна быть цель. Ну, по крайней мере, для меня. Когда я себе такую цель установлю, что прям моя цель – построить крутые отношения, тогда так будет. Пока просто в моем списке целей это не обозначено, поэтому нет. Кто для тебя идеальный человек? Вот. Вопрос. Потому что на него я ищу ответ, но идеальный человек, наверное, тот, который не вызовет у меня никаких тревожных звоночков. Это общаешься с человеком и проникает такое, что что-то вроде он неадекватный. И если это вдруг начинает мелькать, я перестаю общаться с этим человеком, но либо как-то стараюсь его избегать, потому что недавно такая у меня мысль мелькнула. И вот мне нужно общаться с человеком на протяжении долгого какого-то времени, и если эта мысль ни разу не промелькнет, то значит вполне можно попробовать. Хорошо. Назови самые лучшие качества, которые тебе подходят. Вот есть мужчина. Я мужчина. Какими качествами я должен обладать, чтобы тебя зацепить? Я не должна решать целый день на диване, а сказать, давай, дорогая, чем ты займемся в плане каких-то действий. Меня просто выносит. Сейчас, когда мне парень говорит, что я не работаю, условно, в свои там 27 лет, дома не работаю, живу с мамой. Я просто выдохнусь с этого как невероятный хан. В смысле, какого хрена ты не работаешь? Для меня важно, чтобы была какая-то деятельность активная, чтобы сейчас мы идем туда, потом нам туда, потом нам надо то-то. Ну, чтобы он был такой энергичный молодой человек. Раз уж мы тему детей затронули, что ты скажешь?
Я просто ему объясню, что вот есть, у меня есть такое заболевание, к которому я уже на тот момент адаптируюсь, и просто из-за него у меня есть такие ограничения передвижения. 5-6 лет вряд ли ребенок узнает, что такое ДЦП. С детьми как-то пробовала общаться? Это не упрек, это вопрос. Ну, конечно же, я же была репетитором по английскому для детей какой-то момент. Репетитор по английскому, я имею в виду 5-6 лет. То есть еще даже в школу не ходят. Ну, я вот, ты знаешь, конкретно с такими детьми я, наверное, как-то не очень, потому что у меня материнский инстинкт, он такой, я бы не сказала, что сильно задействован. А придется, потому что когда-нибудь у тебя будет ребенок, тебе придется учиться. Да, потому что сейчас, в данный момент, мне легче перестроиться, когда ему там 7, 8 и так далее. Но до 7-летнего возраста я стараюсь с ними не общаться, потому что я очень прямолинейная. У него же будет какой-то возраст, когда он мне этот вопрос задаст. Я уже сумею... Он в 5 лет тебя спросит, почему ты не ходишь так, как, например, тетя Настя. Но объясню ему так, как он это сможет понять. Мне кажется, тут все зависит от конкретного самого ребенка, что ему говорить в данный конкретный момент. Но факт в том, что я не буду от него вот правду скрывать, скажем. Тобой как-то занимались? Какая-то реабилитация была или просто на самотек? Нет, конечно, со мной занимались очень много, и все, что возможно было делать со мной, было сделано. Тогда вопрос. Расскажи. Ну, чем я занималась? Иппотерапией 10 лет я занималась. Потом что, в санатории возили, гипсование было. Ко мне приходили массажисты, они и сейчас ко мне приходят. Раз в несколько месяцев делают массаж. ЛФК, что там еще, разные там костюмы, но они, правда, мне не помогли. Предполагаю, что я начну стоять. Медикаменты были какие-нибудь? Они были. Очень сильно болела голова, наверное, лет до 16, прям голова просто раскалывалась. Кровь текла из носа просто вообще плохо. Вот. Состояние было максимально тяжелым. Это было внутричерепное давление, тебе его просто уменьшали. А человек собирает на паспорт, на билет туда, в одну сторону. Он думает, что он в Европе приживется. Ну, как-то для меня вся эта история максимально неприемлема. Я тебе открыла глаза, что такие тоже люди есть. Нет, я знаю, кто такие люди есть. У меня тоже были подобные истории, но я просто живу по принципу «долг не давай, не бей». Если буду знать, у кого не надо просить денег. Ну, действительно, это так. Если у меня денег на что-то нет, я просто не буду это покупать. Все. Представь себе, что ты героиня сказки. Нарисуй свою сказку. Я тебе даже могу сказать, такая сказка существует, это «Храброе сердце», где принцесса Мерида, которая ходит с луком. Почему? Потому что мне нравится очень рыжий цвет волос, правда, на моих волосах он не прикрывается, все смывается. Рыжий цвет огонь для меня символизирует, а то, что с огнем связано, оно мне прям по душе. И то, что у нее очень сильный характер, и она идет против системы и стереотипов. Я недавно делала такое упражнение с психологом. Она мне говорит: расскажи, как выглядит твоя вторая личность и внутренний голос, с которой ты беседуешь. Я ответила, что она вампир. Ну, собирательный образ всех вампиров, которые девушки. То есть главный герой твоей сказки вампир? Да. Почему? Из-за того, что как раз это олицетворяет для меня образ защиты и того, как я сама себя защищаю. То есть если я условно нынешняя, ну вот как я сейчас выгляжу, где-то там растеряюсь,
что мой внутренний голос боится вампира меня защитит, потому что он устрашает обидчиков. Мило. Ну да. Ну, что я могу сказать? Я готова вердикт вынести. Вы очень сложный человек. Ну, возможно, в том и суть жизни, что я грибу, когда мне тяжело. Поэтому все вполне нормально. А напутствие к твоим же подписчикам, может быть, даже и мне. Что я не знаю, какие вопросы задать мне Катя, и, как мне кажется, вполне на них отвечаю довольно искренне и развернуто. Не нужно бояться делиться человеком чем-то, что является частью вас, как вы любите мне писать, потому что когда вы о себе что-то рассказываете, у человека формируется впечатление о вас, и наверняка Катя сейчас после этого интервью иначе смотрит на меня, чем до него, и это помогает развивать коммуникативные навыки в том плане, что вы становитесь более открытыми и лучше развивается социализация. Поэтому не стесняйтесь давать интервью, приходите ко мне в гости, и мы с удовольствием поболтаем. Всем всего доброго и верьте всегда в лучшее. Вам большое спасибо за то, что вы терпели меня. Всем пока, всех целую, всех люблю. Куда целую, не скажу. Ага, всем пока.